Короче, позвонил мне друг, вот, он построил реально охренительный проект на базе S4B8 с мотором от RS7, просто вкинул, там подружил с коробкой сначала с DSG, потом подружил с автоматом от S6, потому что, ну, держит покруче, чем, ну, в общем, не суть. И вот он зарубился, ну, как зарубился, он просто написал владелец M5 F10 и говорит, давай, говорит, я тебя уничтожу, типа, ну и вот сейчас едем посмотреть, что это будет, потому что по мне реально крутая там в Audi, ну, наверное, тоже сил 700, но будет реально прикольно. Пау-пау, всем привет, я Женька Бич, это Никита, и сейчас мы с ним будем разговаривать вообще, какого хрена мы сюда попали. Краткая предыстория. Никита купил S4, ему было нечего делать, и он и начал насыпать. Ну и потом начал, естественно, выебаться, что он всех сделает. И вот сегодня он будет ездить с M5 F10, потому что его друг, по совместительству наш Стик белорусский, он просто сказал этому BMW-сту, что, чувак, нам не с кем ездить. Ну вот и пошла эта заруба. Никита, привет. Привет, Женя. Вот. Расскажи мне вообще, вот вкратце, что здесь сейчас стоит? Ну, я начну издалека. Машина у меня 6 лет. Купил ее в 2014 году. Проехала она в стоке, ну, наверное, месяц. Я ее сразу чипанул. Катался на Stage 2. Подожди, я тебя перебью. Это было S4, я вам сразу не сказал, в кузове B8. Ну, на стоком я там. посмотрел, да. Мой друг потом после меня купил такую же. И вот... Ну, другу так не повезло, друг постоянно с ней ебался. Ну, такая дружба, она такая. То есть посмотрел, купил хуже. Вот, ну и что дальше? В общем, я на ней очень долго ездил во всяких дисциплинах, но она толком не ехала на компрессорном моторе. И я решил на компрессорный мотор поставить турбину. И это закончилось довольно печально, потому что мотор почти сразу отсыпал. Подожди, какую ты турбину купил? PTE 6466 шариковую. Я не знаю, что это такое, но буду ебаться, типа я знаю. В общем-то, после того, как я решил продолжать эти испытания, я подумал, что можно купить новый мотор и продолжить эпопею с турбовкой, но потом посмотрел, что 3.0 мотор стоит примерно столько же, сколько мотор от RS6, ну, чуть-чуть добавить, в принципе, я решил свапнуть. Чуть-чуть добавить, это 1010, чтобы вы понимали. На самом деле 2, ну ладно, хорошо. Ну, потом, конечно, прайс разогнался, но не суть. В общем-то, по факту сейчас тут у нас капот модный. Да. Вот. У нас тут стоит мотор от RS6 2015 года. Он почти стоковый, как видите. Ну вот, в принципе, ничего не стокового тут нету. Ну, конечно, ничего не стокового. Это что такое баллончиком закрашенное? Это интеркулер от Subaru. Ну, а варил какой-то, видимо, рукожоп, да? Переводчик варил. Не, на самом деле, ну давай по жопомеру, сколько сил? Самое интересное, что все знают, сколько здесь сил, кроме меня, потому что я на стенде не был. Ну, ясно. Но мне нравится, как эта херня ездит, в принципе. Приблизительно сколько? Ну, по жопомеру, 500 Ну, есть? я думаю, 700 тут есть, но... На секунду я тебя перебью, подожди. BMW точно, где там оператор, в BMW точно есть 700 сил, но он так заявляет, я вам покажу. И вообще он еще заявляет, что все, кто будет топить за это Audi, они, ну, коко, короче. И мы сейчас будем выяснять, на самом деле, кто коко, потому что, во-первых, еще непонятно, распогодилось или нет, потому что, ну, сами понимаете, BMW-стов, я тоже BMW-ст, у нас как бывает, у нас будет хуй погода и хорошая погода. Хорошая погода тогда, когда нет соперников. Да, обращу внимание, что у нас нету гидроупора капота, поэтому я держу его рукой, но так как капот карбоновый, ну понятно, он не потратил все деньги просто на мотор и все. Ладно, хорошо, то есть по жопомеру 700 здесь есть, да? И ну, там, наверное. и ну, там... то есть обычный RS6 как бы с похожими чипами, там смесь 0.84, угол 16, надув 1.8.2, они дуются в 700. Ну, я съезжу на стенд скоро. Я только не понимаю, что отвечать. Короче. Ну, тут есть пайпы, здесь ну, есть... вот это я сразу... Вот пайпы, обратите внимание, здесь есть пайпы черные. Нет, я вот про те имел в виду, ну ясно, нормально. Короче, меня обламывают. обламывают. Из форварда, из AGS, да, кстати, они тоже нормальные, в принципе. Ну, в общем... Почти как самка. Пока приблизительно, как вот ты думаешь, чем это закончится? Этот человек сказал, что он будет весь драк РБ, и весь драк РБ на него Это очень распространенное Ладно, на самом деле шучу, это был просто у нас такой был... Но есть в чат. мои уста эти слова вложили, да. То есть у нас есть чат, где мы просто друг друга оскорбляем, вообще просто нереально, целыми днями просто друг друга оскорбляем. Ну, там в процессе такого вот очередной просто беседы вот была такая фраза, которую донесли до людей, и люди начали обижаться. На самом деле, это, ну, такого как бы нету, но пизда такая была. Ясно, в общем, так как ты думаешь? Ты пока не знаешь, что будет? Ну, я никогда не люблю загадывать, что мне пизда. Сыт. Но мне кажется, я проеду. Вот, красавец. Вот я тоже так думаю. Для этого мы взяли дрон. Вот, дрон я вообще думал, что я там человеку по телефону говорю про дрон, типа, они там едут 50-250, ты не угонишься. Человек говорит, блин, я их могу обогнать, на дроне снять и вернуться. Ну, в общем, должно быть очень все здорово. Единственное, что темно, сейчас мы еще так немножечко пробежимся по камере. Вот, так что там сброшу вам страницу Никита на драйве, он там очень много умных пишет вещей, кто любит тачки. Не люблю писать. Вот, ну вот она, РС-ка, S-ка и РС-ка. Вот, ну что, будем смотреть, что будет дальше.
общем-то, проехали. Они как-то реально все идут как джентльмены, никто друг друга вообще как бы никак не оскорбляет, не унижает. Ауди вроде как победила, ну и очень странно. Никита, друг, подойди, пожалуйста. Никита ходит с планшетом, умничает. Да Ну я что, расскажи. чтобы мотор не отъебал. Расскажи, Да. как вообще, ну, предсказуемо или нет? Не, на самом деле плотно ехал. Нет, BMW оказался какой-то правильный BMW. Даже, ну, не сказал, там, ну, не говорил, что я там не попал в передачу или там, ну, был плохой зацеп. Он по-мужски сказал, я проебал. Это сильно, вот. А Никита как унылый не сказал, что он выиграл. Это не сильно. Но я его буду воспитывать. Так что вот такой у нас получился. Из 5, говорит, не выехал. 100-200. Вот так у нас получился такой вот ролик, совершенно не запланированный, но надеюсь, вам понравилось. Пока.